Всем привет! В этом видео расскажу, как сделать сложное соединение между поверхностями в Siemens NX. Это демонстрационное видео, которое я просто показываю функционал этой программы. Так я в ней не работаю, в основном работаю в SolidWorks. В этом видео я сделаю соединение крыла самолета с его фюзеляжем. Начну с того, что создам эскиз. Создать эскиз можно во вкладке Home и нажав там на эскиз. Выбираю плоскость Top, чтобы самолет находился фронтально к экрану. И теперь нажму ОК. Сначала я вставлю кривую в наш эскиз. Для этого я нажму Include. Я беру вот эту линию, нажму ОК. Теперь она появилась в нашем эскизе. Далее я нарисую арку от вот этой точки. Арка у меня пойдет, примерно вот сюда, вот так. Это мы сейчас создаем направляющие кривые для будущих поверхностей. Перемещу эту точку чуть-чуть пониже. Теперь мне нужно переместить вот эту вот арку в центр вот этой линии. Для этого я сначала выберу эту линию, перенесу ее в эскиз. Окей. Она вставилась в эскиз. Теперь я выберу нашу арку, сделаю Ctrl-C, скопирую ее, и Ctrl-V вставлю. У нас открывается функция Paste, где у нас должен быть выбран пункт Point-to-Point перемещения. Здесь я выбираю начальную точку, откуда будет происходить перемещение. И затем выбираю конечную точку, которая у меня будет находиться в центре этой линии. Вот здесь. Вот так. Окей. Эту линию я сделаю вспомогательной геометрией. Затем от этой линии я сделаю смещение. Offset на любое расстояние. Окей. Затем выберу Ctrl-C, скопирую ее, Ctrl-V вставлю. Опять заходим в Paste. Начальная точка, вот эта точка у нас будет. И конечная точка у нас будет вот здесь. Окей. Линия перемещается. Эту линию я тоже делаю вспомогательной. Теперь у нас вот такая вот продолжающаяся кривая. Я ее обрежу, чтобы она не была очень длинной. И при проецировании вот этот вот конец не улетал никуда, не мешал нам. Беру Trim, обрезаю. Все вот так. Close, выйдем. Завершу эскиз. И теперь зайду в функцию Project Curve, которая находится в вкладке Curve. Project Curve. Спроецировать кривую. Выбираем мою кривую. Дальше объект, на который я буду проецировать. Фюзеляж самолета и крыло. Дальше направление. Направление выберу в оси Z. Вот туда. Стрелочка показывает направление вот здесь. Окей. Скрою наш эскиз. И вот что у нас получается. Здесь кривая и здесь кривая. Теперь я соединю эти две кривые. Выберу функцию Bridge, соединить кривые. Выберу начальную кривую, конечную кривую. И посмотрим. Здесь у нас сейчас стоит натяжение маленькое очень, 0,35 единицы. Я это изменю, сделаю больше. Вот так. Главное, чтобы вот эта вот часть не уходила туда вот вперед. Не было такого бугра. Можно сделать примерно вот так. 0,86 на 1. Окей, отлично. Создали мы первую кривую. Это я скрою, нам не нужно Project Curve. Теперь будем создавать следующие кривые. Для этого я перейду в Home, опять же, создам эскиз. На плоскости Front. Окей. Шифтом перемещусь вот сюда. И нарисую здесь арки. Отсюда примерно создам арку. До сюда. Вот так. И отсюда сюда создам арку. Вот так. Отлично. Перемещу чуть-чуть даже. Вот.
Вот так вот. Теперь сделаю эту арку перпендикулярной вот этому ребру. Это очень важно при создании плавных переходов. Alt, выбираю арку и ребро. Указываю перпендикулярность вот здесь. Так. Здесь то же самое. Перпендикулярность. Подвину арку. Вот так. Здесь тоже немножко изменю положение кривой, чтобы добиться максимально плавного перехода между крылом и фюзеляжем. Теперь выйду из эскиза и спроецирую кривую. На объект, на крыло, на фюзеляж, направление. Ось Y. Так. Вверх стрелочка показывает, все правильно. Окей. Скрою начальный эскиз. И теперь использую функцию Bridge Curve для того, чтобы соединить наши проекционные кривые. Между вот этой кривой и вот этой создаю новую кривую. Здесь у нас завернулась кривая. Нужно изменить направление. Видите? Нажимаю Change Direction. И здесь можно чуть-чуть ослабить натяжение, чтобы разгладить бугор, который у нас появился. Ставлю его на 0,47. И в касательности я указываю G3 Flow. Окей. Еще один бридж делаем. Между этой кривой и вот этой кривой. Здесь можно тоже поменьше сделать. Примерно вот так. Окей. Наверху то же самое сделаю. Бридж. Вот это кривая. Вот это кривая. Здесь можно установить натяжение единицу. Так. Изменю направление. Окей. Сделаю еще один бридж вот здесь. Вот так. Отлично, окей. Теперь добавлю последнюю нашу кривую вот здесь, на корпусе. Создам эскиз. Плоскость справа, окей. Шифтом перемещусь. Добавлю точку, вот эту, окей. Теперь нарисую линию из этой точки вниз. Так, окей. Выйду из эскиза. Дальше спроецирую кривую на фюзеляж. Так, направление будет у нас по оси X, окей. Сейчас мы создали почти все кривые для будущей поверхности. Остается только добавить последнюю в конце крыла. Заходим в функцию Bridge, в разделе Curve и выбираем вот это ребро и вот эту кривую. Вот, отлично. Далее немножко изменим натяжение. Вот так. Окей. Теперь создадим поверхности с помощью функции True Curve Mesh, которая находится во вкладке Surface. Нажму на эту функцию, выберу первую кривую, нажму на плюс, добавлю еще одну секцию. И вот этот вот сектор мы заполним сейчас. Дальше в Cross Curves выберу вот эту кривую. Cross Curves – это направляющие кривые для нашей поверхности. Теперь в разделе Continuity я укажу поверхности, от которых будет оказываться касательность. First Primary и Second Primary мы ничего не указываем, G0, так как это кривые. А вот First Cross, я беру соединение вот здесь и вот здесь. Получаем вот такую вот поверхность. Окей. Отключаю теперь вот эти две кривые, раскрою, и нам больше не нужны. Затем заполню вот этот сектор.
этой же функцией. Беру этот сплайн. Этот сплайн. И поперечное сечение делаю вот здесь. И вот так. First cross у нас будет крыло. Здесь выбираем фюзеляж. Получаем вот такое вот соединение. Окей. Скрываем кривые. Теперь, чтобы заполнить этот сегмент, нам сначала нужно объединить поверхности. Зайду в функцию Combine. Выбираю все поверхности, которые у нас здесь есть. Нажимаем ОК. Соединяем их. Теперь, если буду выбирать вот этот вот бортик, он не будет продолжаться вот до туда, а будет вот здесь вот заканчиваться. Выбор. Выбираю первое ребро. Сплайн. И второе ребро. Далее в Cross Curves я выбираю вот это ребро и вот это ребро. После чего нажимаю на плюс и выбираю с другой стороны ребра. Пока я не нажал на плюс, я могу выбирать сколько хочу элементов для одной секции. Здесь нам нужно установить касательность для всех элементов. Поэтому посмотрим. Это у нас будет Last Primary Continuity. Короче, это у нас вот эта часть. Выбираем ее. Выбираем первое соединение. First Primary. Короче, выбираем вот это соединение. Так. Проверим, что все выбрано правильно. Это снизу, это сверху. В Cross я выбираю First Cross. У нас будет фюзеляж. А Second Cross у нас будет крыло. Вот так у нас создается соединение. Окей. Ждем. И получаем вот такое вот идеальное соединение крыла с фюзеляжем. И заполняем последний участок. Теперь заполним вот этот вот участок. Для этого я опять же использую функцию TrueCurveMesh. Здесь я выберу вот это ребро и вот этот сплайн. Дальше в Cross Curves я беру вот это ребро, вот это ребро. Так. Дальше First Primary. Вот здесь я беру вот эту поверхность. Last Primary мы ничего не убираем. Должно быть у нас здесь G0. Дальше First Cross. У нас будет крыло самолета, вот эта часть. И Last Cross, фюзеляж самолета. Вот так. Окей. Получаем вот сюда заполнение. Шрифтом перемещаюсь. Открываю опять же лишние кривые. И заполняю вот эту часть. TrueCurveMesh. Это ребро. Это ребро. Cross Curves. Это ребро. И вот это ребро. Дальше First Primary. У нас будет вот этот элемент. Выбираю эту поверхность. Last Primary у нас G0. Дальше First Cross. Крыло самолета. И Last Cross. Фюзеляж. Вот так. Окей. У нас все заполнилось. Сшиваем поверхности. Так. Окей. И у нас здесь получается соединение А-класса. Спасибо за просмотр. С вами был Алексей Евтефеев. Это был урок по созданию сложных соединений в Siemens NX. Всем пока.